Привет! Сегодня мы возвращаемся с нашей любимой рубрикой по мотивам грузинской кухни. Мы уже не помним, когда последний раз были в Грузии, но наши прошлые поездки вдохновили нас на годы вперед. И сегодня у нас еще один рецепт, а можно даже сказать 3 рецепта, идеи для которых мы не придумали, а подсмотрели в грузинском ресторане во время наших поездок. А это 3 версии хачапури по-аджарски с разными начинками. Начнем с приготовления домашнего плавящегося веганского сыра. Это давно известный многим рецепт, который мы переделали и адаптировали под доступные для нас продукты. Ссылка на оригинальный рецепт в описании. Вы можете готовить по нему, а можете попробовать нашу версию. Одно из преимуществ нашего варианта в том, что для него вам не нужен будет блендер. Для приготовления сыра нам понадобятся вот такие продукты. Добавляем в кастрюльку пищевые дрожжи, не путайте с хлебопекарскими дрожжами, крахмал, агар-агар, соль, перемешать. Затем добавляем уксус, сироп, тахину, оливковое масло и воду. Хорошо перемешиваем. Ставим на плиту и на среднем огне, помешивая, доводим до кипения, чтобы агар-агар сработал. Нужно немного поварить, пока масса не загустеет. Загустевшую массу переливаем в удобную емкость и оставляем до полного остывания. Теперь приготовим дрожжевое тесто. Для этого нам понадобится смешиваем муку, дрожжи, на этот раз именно хлебопекарские, не путать с пищевыми дрожжами из рецепта сыра, соль, сахар и перемешиваем. Добавляем воду и замешиваем тесто. Мы добавили масло в конце, так как увидели в одном рецепте, что так делали. Вам не обязательно повторять за нами. Можете добавить масло вместе с водой, так будет проще. Хорошо замешанное тесто оставить в теплом месте на 40 минут, пока оно значительно не увеличится в объеме. Пока тесто поднимается, приготовим начинки. Для этого нам понадобится шпинат и чеснок измельчаем блендером или мелко нарезаем. Добавляем соль и перец. Грибы обжариваем, чтобы из них вышла лишняя влага. Добавляем соль и перец. Делим тесто на 3 части и формируем лодочки. Выкладываем в лодочки начинку. Сверху выкладываем нарезанный на кусочки сыр. Бортики смазываем по желанию растительным маслом. Третий хачапури не поместился, его мы приготовили просто с сыром. Не жалейте сыра, это самое вкусное. Отправляем запекаться в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Можно еще приготовить такие лодочки с аджап-сандалом, рецепт есть на канале, или с лобио. Такие варианты мы тоже часто встречали в грузинских кафе. Едят хачапури по-аджарски руками, отламывая бортики и зачерпывая ими начинку. Если вам понравился этот рецепт, и если вы тоже любите грузинскую кухню, обязательно загляните в наш плейлист с грузинскими рецептами. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда у нас выходят новые видео. Спасибо за просмотр и пока!